Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня мы с вами приготовим одно из самых любимых блюд в нашей семье, горячих блюд, без которого не обходится ни один праздник. Мы такого не помним, чтобы хоть на одном празднике этого блюда не было на нашем столе. В общем, сегодня мы с вами готовим долму по-бакински. Давайте готовить вместе! А приготовление долмы всегда я начинаю с приготовления мацони. Итак, я поставила кипятиться отборное молоко. Теперь я взяла чистую банку мацони, готовая с магазина, и сметану не ниже 20% жирности. Ну, обычно мацони у меня, конечно, всегда есть в холодильнике, и вместо покупного я использую свой, который остался. Но сегодня я показываю вам, как его изначально делать, поэтому взяла с магазина. Пока молоко кипятится, я подготавливаю, чем его сквашивать. Беру столовую ложку сметаны, одной рукой не очень удобно, и 2-3 столовые ложки мацони. Это не принципиально, 2 или 3. Вот я взяла 2 с большой горкой. И слегка это перемешиваю. Все, оставляю и жду, пока наше молоко подойдет. За это время и эти продукты станут комнатной температуры. Теперь, когда молоко закипело, я убавляю ход и кипячу еще немного его. Это делаю для того, чтобы лишняя вода, которая есть в молоке, выпарилась, и молоко стало понасыщеннее. Только следите, чтобы не убежало. Я уваривала молоко еще минут 10 после того, как оно закипело. Теперь, когда остыло, проверяем пальцем, вот так, чтобы палец выдерживал температуру молока. Этот бабушкин метод самый надежный, не нужны никакие термометры. Пенку, образовавшуюся сверху, я сдвинула вот так в сторонку и заливаю наше остывшее молоко в банку. Перелила молоко в банку и хорошенечко перемешиваю. А пенку, если хотите, можно положить сверху. Если не любите, то не кладите ее. Мне нравится эта пенка, сверху тоже очень вкусная получается. Я накрываю теперь банку теплой барышней своей. Вы можете просто укутать одеялом или полотенцем, тем, что у вас есть. И оставляю часа на 3 кваситься. Если вы хотите, чтобы ваши мацони были покислее, оставляйте на более долгое время, но имейте в виду, что у вас будет отделяться вода от них. У меня вот прошло 3 часа, мацони готовы, я отправляю их в холодильник еще на 3 часа хотя бы, но обычно я отправляю на ночь. Так, надо найти листья долмы для долмы. У меня тут запасики. Вот у меня тут лобик, фасоль замороженная. Вот листики понемножку. Вот у нас долма 2023. Это я замораживала с нашего виноградника. Что у меня тут еще есть, покажу вам. Кинза замороженная. Тут ассорти, кинза, укроп, петрушка. Это все с моей плантации. Так. Это укроп, чайная мята есть, вот даже бастурма есть, чаман замороженный. Так, это мне сейчас ничего не нужно, это есть. Так, в общем, нам долма нужна. А тут еще у меня, смотрите, есть смородина замороженная, абрикосы, клубника. Остатки роскоши. Вот так. Все. Взяли листья. Возвращаем назад. Берем листья и идем размораживать их. Листья размораживаю просто на столе при комнатной температуре. У нас листья продают еще вот в таких баночках. Тоже без маринада, просто закрытые в банках без доступа кислорода. Тоже неплохие, но они, конечно, покрупнее, чем те, что я собираю со своего виноградника. Листья разморозились, сейчас я их буду распаковывать и заворачивать нашу долму.
А фарш я уже приготовила, не стала отнимать ваше время тем, как я делаю фарш. Расскажу только самые главные нюансы. Во-первых, вы берете мясо, то, которое вы едите, то, которое вам нравится в фарше. Это на ваш вкус. Любите свинину, говядину, берите свинину, говядину пополам, будет очень вкусно. Какой вам нравится фарш, такой и кладите. У меня здесь фарш из говядины и баранины с жирком. Самое главное, чтобы ваш фарш никогда не был постным. Если у вас фарш будет постный, ваша долма будет невкусной. Это самое главное правило долмы. Не делайте ее постной, она будет невкусная. Еще я кладу в фарш рис, доведенный до полуготовности, отваренный. Мне кажется, что если кладешь сырой рис, он втягивает в себя влагу из фарша и получается опять-таки более сухая начинка. Поэтому рис я отвариваю до полуготовности. Все пропорции я вам напишу в описании, чего и сколько я кладу в фарш. Еще, конечно, обязательно кладу лук, а еще специи, и еще обязательно в фарш для долмы я кладу сушеную мяту. Не чайную, а которая для еды. Она придает особый вкус долме, и без нее долма, мне кажется, невкусной. Можно не положить другую зелень, но вот сушеную мяту положить надо обязательно. И воду в фарш тоже я обязательно добавляю. А теперь посмотрите на эти листочки, собранные с нашего виноградника. Посмотрите, какая прелесть, какая нежность. Эти листочки мы называем деликатесными. Самые маленькие, самые нежненькие. Посмотрите на них. Перед тем, как замораживать, я их уже промыла, пробланшировала и убрала, свернув в морозилку. Вот в таком виде, как вы их видели. Поэтому мне их только надо теперь заворачивать, в них фарш. Больше с ними ничего делать не нужно. Вот так я их скручиваю сама. По 10-12 листочков примерно вместе. И видели вы уже в пакеты, как я их кладу и замораживаю потом. Вот они размораживаются и полностью готовы к употреблению. Посмотрите, какая красота. И теперь закручиваю. Я уже несколько пачек сразу открываю, чтобы потом сразу закручивать. Беру я руками. Ложкой я не люблю. Прям руками. Руки чистые, конечно же, 100 раз вымытые, и заворачиваю вот так. Кстати, так заворачивать стала я, когда мы начали ездить отдыхать в Турцию. Увидела, что там так долму заворачивают, и мне очень понравился такой метод. А когда мы жили в Баку, моя мама, мои бабушки крутили долму все вообще, куда бы ни шли. Долма была завернута совсем по-другому. Вот так ее заворачивали, так. То есть делали квадратиком. Сейчас, дай бог памяти. Уже забыла. И вот так, да. Вот такая была долмушка. И еще потом собирали эту долму на нитку, пронизывали ниткой и складывали в кастрюлю нитку. Ну, по несколько штучек, там по 20 штук, по 15 штук. И клали в кастрюлю. И тогда очень удобно потом доставать с кастрюли эту. А если длинную долму заворачивать, вернее, нитку нанизать, наверное, надо с двух сторон ее продевать и поднимать потом, чтобы она не порвалась. Вот так вот. Но я так уже не заворачиваю. Мне больше нравится длинненькая, как пальчики долма. Вот такой формы. Она как-то красивее смотрится, на мой взгляд. Ну, может, кто как привык. Руками я чувствую, сколько надо мяса взять на листик, сколько надо, если лишнее, убрать. Это получается намного быстрее и удобнее. Если вам удобнее ложечкой класть, возьмите чайную ложку и кладите ложкой. Это каждому как удобно. Посмотрите на этот листик. Маленький-маленький. У нас обожают все такие листики. Но крутить такие, конечно, можно долго. Это как дюшпяре, пельмени. Крутили маленькие-маленькие. Садились целыми семьями.
вернее не семьями, а женщины собирались и крутили. Вот, посмотрите, это будет самая нежность. Ну, самые маленькие долмушки, такие, конечно, маленькие, вот я кладу обычно сверху, чтобы они не разварились, пока готовится долма. Оставляю и потом выкладываю сверху. Ну, тоже маленький. После того, как вся долма закручена, я ее сверху присолила. Обратите внимание, что плотненько друг к дружке укладывала ее, чтобы она не разваливалась, когда будет вариться. Так вот, сверху я ее посолила, потому что вода, которую буду заливать, не соленая. Накрываю тарелочкой. Накрываю тарелкой так, чтобы диаметр тарелки был чуть меньше, чем диаметр кастрюли. Если они будут равны, вы не сможете, потом очень тяжело будет выковыривать оттуда эту тарелку. Поэтому пусть будет зазор. В общем, вот так. И заливаю кипятком. Я сразу кипятком заливаю, чтобы это все происходило быстрее. Некоторые заливают бульоном, некоторые кладут на дно кастрюли кости и варят вместе, как бульон вместе с долмой. Я этого не делаю, мне не нравится. Очень жирная, когда сверху долма. Вот, в общем, я готовлю так, никакие кости на дно, никакое мясо не кладу. Вот, заливаю я кипятком так, чтобы он накрыл нашу долму и чуть-чуть побольше, потому что сок этот от долмы тоже, бульончик этот очень вкусный. Мы его любим, когда вот с мацони, я покажу, как делаем, поэтому чуть побольше. Поставила на газ, накрываю крышкой, после того, как закипит, огонь я убавлю. И теперь приготовим наш соус для долмы из мацони, который мы с вами приготовили заранее. И тут у нас возник спор. Дело в том, что мы с мужем оба бакинцы. Он услышал, что я говорю мацони, и начал спорить. Нет, говорят не мацони, говорят мацонь. Я не знаю, оба мы родом из Баку. У нас говорили мацони, у него говорили мацонь, у них. Он с одного района города, я с другого. Я с Мусабекова, у нас говорили мацони, а он с Романов, у них говорили мацонь. Напишите, как говорили у вас, если среди моих подписчиков есть те, кто тоже бакинцы, и тоже вот этот вопрос спорный возникает. Как же это называлось? Мацони или мацонь? Ну, я знаю, что армяне называют это мацуном вообще. Вот, но в Баку говорили мацони или, как мой муж говорит, мацонь. В общем, делаем соус. Для него нам понадобится, собственно, сами мацони. Как это мацонь? Один мацонь, что ли? Так не бывает. Мацони. Соус понадобится и зубчик чеснока. Вернее, мацони понадобится и зубчик чеснока. Если зубчик чеснока у вас маленький совсем, возьмите пару зубчиков. Есть люди, которые не любят чеснок и не добавляют вообще, кладут только кисломолочную составляющую. То есть я обычно на стол кладу один соусник с чесноком, другой без чеснока. В общем, берем наши мацони. Вот эту пенку, которую мы снимали, я говорила, что сверху сделать можно и очень вкусно. Я ее сюда, конечно же, не кладу. Кладу без нее, она и так вкусна, но в соус ее не надо класть. Ее вкусно так поесть. Кладу в наш соусник. Видите, какие хорошие они получились, густые мацони. Много сметаны не кладите, а то она будет у вас тягучая. Не очень приятно есть, когда такие тягучие мацони слишком. Одной ложки сметаны будет достаточно на литровую банку мацони. Мацони. Нет мацони. У нас на Мусабекова говорили мацони. Мацонь один не бывает. Мацун бывает, а мацони не бывает. Может быть, гатых, скажем? Ну, гатых тоже бывает. Или как по-русски пишут на банках, в магазинах, написано катык. Это уже другой вариант названия. Так, и теперь к этому мацони добавляем чеснок. Я, кстати, уже маме позвонила. Она сказала, что мацони. Он позвонил своей сестре. Она сказала, что мацонь. В общем, моя сестра еще не ответила мне на сообщение.
В общем, ждем вердикта. Ну, я думаю, что правильно и то, и другое. Просто, как и многое другое, в разных районах города одного и того же могут говорить по-разному, называть что-то по-своему. Каждый, ну вот как привыкли. Но суть не в этом. Самое главное что? То, что если у вас нет мацони, вы даже не заморачивайтесь и не начинайте готовить долму. Обязательно заранее приобретите мацони. Но если нет, на худой конец уже можно сметану добавить. Чеснок, кефир, мацони. И еще у меня тут соль. Еще присолить обязательно, немножечко. Много не надо, потому что долма у нас уже соленая. Некоторые добавляют зелень в этот соус. Но, честно говоря, именно к долме зелень мне не нравится, когда находится вот здесь, в этом соусе. Поэтому я зелень не кладу. Если вам нравится, положите, какая вам нравится зелень, такую и положите. Все, наш соус готов, пойду класть долму. Ну и, конечно же, попробовать это нужно обязательно для вас. У меня в кастрюле, как я вам говорила, этот соус, бульон остался. На стол, конечно, подаем мы без бульона, но кто хочет, тому бульон. И вот с этим соусом очень вкусно он получается. Видите, какие у меня долмушечки, красотулечки. Деликатес. И теперь обязательно поливаем соусом. Если вы будете есть со сметаной, можете для большей кислинки добавить лимонный сок выжать. Если сметана у вас. Если мацони, уже никакой лимон, ничего не требуется. И попробую. Смотрите, как ее очень приятно есть. Она маленькая, на зубок, прям целиком. Супер. Вы знаете, эту долму жевать даже не надо. Ее можно положить в рот, и она тает. Мой муж называет мою долму пищей богов. В общем, вот сегодня очень я хотела вам перед праздником приготовить долму, показать, как я ее готовлю. Хотелось, чтобы вы тоже приготовили. Попробуйте, вам понравится. Кто еще не готовил, конечно же, долму, попробуйте. Это очень оригинальное, очень вкусное блюдо народов Кавказа. Ну, а я хочу поблагодарить всех за подписку. Подписывайтесь, кто еще не подписан. У нас впереди еще очень много интересного. Я так посмотрела на днях свои все ролики. Мы, оказывается, еще даже не начинали. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь. А тем, кто уже подписан, большое спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, будьте активными. А я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам в нем всего самого наилучшего. Самое главное, конечно, то, что всегда я желаю вам мирного неба, здоровья. Но еще хочу, чтобы вы встретили этот праздник весело, радостно, счастливо, в том кругу, в котором вы хотите его встретить, так, как вы хотите его встретить. И все, что вы ожидаете от этого Нового года, все хорошее, все прекрасное, чтобы обязательно сбылось. В общем, всех с наступающим Новым годом! До новых встреч! Пока-пока!